Привет, дорогие друзья! Смотрите, это видео мы переведем на английский язык, хотя простак, конечно же, должен страдать, скажем так, но может ему тоже будет интересно, даже если этот простак на Западе живет, то я думаю, что деньги, которые воруются украинской властью, его тоже напрямую касаются, этого простака. Не так давно Зеленский напомнил, еще раз напомнил, какой он герой, потому что он не убежал. То есть в его представлении надо было сразу убежать, а если ты не убежал, один раз в жизни поступив как мужчина, то все, ты уже герой, и тебя должны славить. Я прекрасно помню еще двух, как минимум, лидеров государств, которые не убежали. Один был с усами и с трубкой, а второй был с усиками, такими достаточно характерными. Предпочел застрелиться даже тогда, когда уже был трындец. Ladies and gentlemen, we got him. Короче, смотрите, не так давно всколыхнула общественность не только в Украине, слава богу, но еще и на Западе. Некоторые начали просыпаться, отряхиваться и понимать, что в Украине воруют. И воруют много, и воруют на самом, на том, что войну за такое, честно говоря, полагается расстрел. Воруют на еде. На еде для солдатов. Министра отмазали, как вы знаете, потому что министр является ставленником Ермака. Но история вышла гнусная. Чиновники Министерства обороны под покровительством Офиса Президента и других контролирующих органов занимались отмыванием миллиардов гривен на продуктах питания для военнослужащих. В мозгах западной элиты, я не говорю о европейской элиты, потому что они сделали вид, что они этого не особо и увидели. Но во всяком случае в Штатах начали чесать голову, потому что получается, что эти люди идут воевать, идут на смерть, потому что гибнет, и тысячи гибнут украинских военнослужащих, а их перед тем, как их убьют, обворовывают. Они не отказываются, у них сил нету дойти просто, сил. Они с перемерзанием. Просто вот, они и не жрали они. Можно разные сравнения делать. Вот представьте, там 300 спартанцев, да, их тоже отправляют на смерть, а царь Леонид при этом бегает по палаткам и ворует их еду перед тем, как они погибнут. Представили? Откуда взялась информация об обворовывании солдатов на еде? Потому что данные же эти засекречены. На самом деле тут не было никакого выдающегося расследования. Украинские журналисты к этому вообще никакого отношения не имеют. Никто не крался в какие-то кабинеты, ничего не прослушивал. Эту информацию, прозрев от такой наглости, слили сами американцы. Дело в том, что ни США, ни Европа не хотят напрямую обвинить украинскую власть, причем высшее руководство Зеленского, Ермака в коррупции. Почему? Потому что тогда, конечно же, налогоплательщик, вполне возможно, в Штатах быстрее, в Европе чуть позже до него дойдет, но тем не менее он встрепенется и скажет: почему я плачу налоги, немалые налоги, а вы их отправляете ворам, которые разворовывают, обворовывают собственных солдат. Это будет плохо. Поэтому они косвенно обвиняют в коррупции для того, чтобы на месте, то есть в Украине, что-то начало происходить. Западные союзники сливают такого рода информацию о коррупции. И это, возможно, для Зеленского еще хуже, потому что эта информация, взрываясь буквально внутри страны, бьет по его самому главному. А главное у него это рейтинг. И всегда он был у него на первом месте. Украинская власть, получив такой информационный удар, делает ряд действий, рассчитанных на то, чтобы как-то смягчить и замять ситуацию. К примеру, увольняют директора департамента закупок Минобороны. То есть даже не открывают на него уголовное дело, просто увольняют. Самого Зеленского максимально дистанцируют от скандала. Он как будто и не знал. А царь-то не ведал. Да он занят совсем другими делами. Он разговаривал как раз таки вчера с героиней сериала «Викинги». Серьезно, в офисе президента с Ермаком сел и разговаривал. Он не знает о закупках. Он как будто только проснулся. Сейчас я разберусь. А что там воруют у солдат? Уже сейчас разберусь. Щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. А вот таково дело открыли. Так это на одного из поставщиков продуктов по завышенной цене, производителя куриных яиц. То есть виноваты не Министерство обороны, которые покупали по явно завышенной в десятки раз цене яйца, а производитель. Я все ждал, когда они начнут арестовывать кур, потому что они несут такие слишком дорогие яйца.
Ну согласитесь, друзья, это выглядит странно. Если вы на рынке стоите и продаете яйца по 80 гривен за десяток, а вам подходят и говорят: продай мне за 800. Получается, виноват не тот, кто предложил участвовать в явно коррупционной схеме, а ты сам, потому что ты эти яйца продал. Это же гениально. В конечном счете Министерство обороны Украины решило опубликовать новые договора по закупке питания для военных. То есть старые договора, где яблоки на 300% дороже, это плохие договора, давайте забудем. Покажем миру новые хорошие договора. И вот мы видим эти договора. Украинские журналисты не замечают ничего странного в них. Их вообще пока не ткнешь, они не проснутся. Их надо пнуть ногой. Тогда они проснутся. А мы, знаете, замечаем кое-что странное. Камбала, форель, осетр, маслины, клубника со сливками, сыр моцарелла. Если вам не нравится моцарелла, вот еще сыр фета. А также еще 7 видов других сыров. Фруктовое желе, молочный шоколад, клубничное варенье, сдобная выпечка, свежие, не консервированные, а именно свежие ананасы, киви, авокадо. Друзья мои, да мы являемся свидетелями какого-то серьезного фуршета в каком-то просто бизнес-центре. Нет, друзья, это просто едят украинские солдаты. И если предыдущий фуршет обошелся западным партнерам, вернее даже не им, а обычным налогоплательщикам, какому-то трактористу Гансу, в 13 миллиардов гривен, то сколько стоят эти явства, мы даже не можем предположить. Что я вижу в этом? Смотрите, или украинские военнослужащие, настоящие гурманы, которые не могут съесть просто бутерброд с фуагра без базилика сверху, или на самом деле схема воровства осталась. Они не могут остановиться. Они не могут прекратить воровать у солдат, которых отправляют на фронт, на смерть. И поэтому они модернизировали схему. Схема воровства на еде — это самая лучшая схема в мире, лучшая. Воюет солдат, не воюет солдат, спит он или не спит. Есть ему все равно надо. А проследить за тем, что он ест, достаточно сложно. Отмывают деньги на еде, это везде, и в России, и в Украине, схем масса. Ты не можешь представить за каждым военнослужащим надсмотрщика, который изучал бы его кал, который смотрел бы, что же он ест. Потому что любой надсмотрщик, который приезжает, об этом сообщают. И, конечно же, тогда будет выстроена потемкинская деревня в каком-то отдельно взятом маленьком взводе, скажем так. И солдаты, прозревая, что вообще с ними делают, будут есть эти все сыры с плесенью. И ананасы. Обязательно свежие, друзья, свежие. Но этого сделать нельзя. Что они сделали? Смотрите, раньше они просто воровали, раздувая цену продуктов. Теперь они воруют, вписывая 7 видов сыров в меню солдата, который, конечно же, их не видит. Для того, чтобы понять, что это фуфло, вы просто поинтересуйтесь у любого военнослужащего. Сколько моцареллы он съел за последнюю неделю? Я думаю, вы слышите много чего в свой собственный адрес. Кстати, я там заметил сыр российский. Российский сыр. Почему российский сыр можно, а Пушкин нельзя, к примеру? Но этим никто тоже не заморачивается. По опыту предыдущего воровства Министерства обороны Украины и министра, который сегодня скачет от радости, потому что его никто не наказал за его преступления, а наказали каких-то пешек, да и их не наказали. Там кого-то уволили, да и все. Наказали производителей яиц и, возможно, куриц скоро будет арестовывать, да? Они кладут в карман где-то приблизительно треть, наверное, от вот этого вот раздутого фуфла, которое существует только на бумаге. Чем на самом деле питается украинский солдат? Ну понятно, чем питается украинский солдат. Это могут подтвердить, я думаю, все. И они же оказываются в этой ситуации крайними, потому что на фоне этих бюджетов миллиардных, историй про форель, молочный шоколад, украинские волонтеры продолжают снабжать продуктами продовольствия военные части. То есть, по факту, обращаются за помощью к волонтерам, для того, чтобы те привезли элементарнейшие продукты. А для западных партнеров, которые, я не знаю, как они пропустят это мимо ушей, или все-таки обратят на это внимание, расписали вот такое вот меню, которое не соответствует действительности. Ну что, у меня все, наверное. Может быть, после этого видео кто-то вдруг начнет прозревать. Они придумают новую схему. Пока за это не будут сажать, ничего не изменится. А сажать нельзя. Потому что это якобы очень сильно обрадует российскую сторону. Какая разница, кого это обрадует? Но если это воры, которые необучаемые, они без тюрьмы не учатся.
то их, наверное, все-таки надо сажать в тюрьму. Пока, дорогие друзья. Приятного аппетита.